Привет, ребят, я Штукенция. За свою жизнь я уже успела пожить в 6 странах в России, конкретно в Москве, там, где я родилась. Дальше Нидерланды, Израиль, Япония, Вьетнам и Грузия. Это страны, в которых я жила как местный житель. Еще десяток стран, в которых я просто бывала как турист, проездом. И первый вывод, который я сделала, пожив в 6 странах мира, это то, что ты никогда заранее не можешь знать, подойдет тебе страна или нет по каким-то описаниям в интернете или по каким-то статьям, по фотографиям, по видео. Это вообще невозможно сделать, потому что твои личные чувства и ощущения всегда отличаются от чувств и ощущений другого человека. Но практически невозможно найти в этом мире людей, которые чувствуют и понимают, и ощущают, не знаю, в общем, как-то все у них так же, как у тебя. Все равно будут какие-то различия, и одному человеку будет сильно нравиться что-то, и он будет это нахваливать, а ты приедешь, а тебе это почему-то не нравится, и ты даже иногда сам не понимаешь, почему. Хотя, по идее, должно нравиться. Всем-то нравится, например. А тебе вот не нравится. Вот ты отличаешься чем-то. И дальше ты понимаешь, хочешь ты тут остаться или нет. Это, мне кажется, такой важный момент. Вот есть азиатская культура, да, допустим, Япония, Китай, вот что-то в этом духе. Есть европейская культура. Есть там, не знаю, Африка, допустим. Можно сказать, американская культура. Но американская и европейская, мне кажется, очень близко. Вот, то есть надо как-то сразу съездить в один вот регион и понять, он, в принципе, хотя бы, хоть теоретически может мне подходить, или это все-таки совсем для меня туристическая история. Так я поняла вот с Южной Азией, со всеми этими странами. Они прикольные, они классные, там где Таиланд и все такое. Мне там нравится как туристу. Но, скажем так, вот себя как-то на постоянное, даже на более-менее долгое время, не знаю, там на 5 лет я себя там вообще не вижу. Вот на полгодика, годик, в принципе, прикольно. Я для себя сделала вывод, что мне именно с точки зрения какой-то более-менее длительной жизни подходят больше какие-то европейские страны. И вот тут мне нужно было понять, допустим, Израиль. Да, вот я приехала в Израиль, я не знала, что это. Мне казалось, это такая совсем европейская культура. Какой вывод? Я прожила, получается, 2 года в Израиле. Вывод простой. Израиль — это не совсем европейская культура, еврейская, понятно, но она не то чтобы прям европейская, но много европейского. Поэтому в целом я тоже для себя сделала вывод, что Израиль мне подходит, но там сейчас страшно. Ты делаешь приоритеты, что для тебя в итоге важно. Зная себя хорошо, возможно, ты можешь составить эту карту своих ценностей и приоритетов. Какую карту составила я на сегодняшний момент? Первое. Это безопасность. Я бы никогда не подумала, что я такое поставлю на первое место, но после того, как я пожила в Израиле, я поняла, что безопасность — это важнее всего. Вторая ценность — это, я всегда ее проверяю в каждой стране, это медицина. Наверное, это потому что я такой, параноик в каком-то смысле, да, боюсь чем-то заболеть или что-то в этом духе. И в целом тоже какие-то мои знакомые или родственники чем-то болели таким, что требовалась медицинская помощь какая-то серьезная или что-то в этом духе. Поэтому у меня есть страхи, связанные с медициной. Мне сложно как-то видеть свое будущее в месте, где нет хорошей медицины. Не слишком дорогая. Например, я знаю, что в Америке вроде хорошая медицина, но она слишком дорогая. Мне это не очень нравится, потому что я занимаюсь своими проектами, я не работаю в какой-то фирме, которая давала бы мне медицинскую страховку. А если ты сам платишь за медицинскую страховку в Америке, это получается типа жутко дорого, там может быть и $1000, и вообще в этом духе. То есть, вот такая вот дорогая медицина мне тоже не нравится. Мне нравится медицина, которая, доступная. Например, даже в Израиле, скажем, она считается для меня более-менее дешевой, потому что ты платишь фиксированную страховку, она, в принципе, не очень так большая, и ты получаешь полную медицину. А что еще мне важно? Мне, например, оказалось, очень важен климат. То есть третья вещь, о которой я думаю, это количество солнечных дней. Я поняла, что я очень теплолюбивый человек. Хоть я и родилась в Москве, и хотя у меня даже есть родственники из Сибири, и вообще в Москве холодно бывает, и климат не то чтобы очень солнечный, и снега много зимой, и все такое. Я лично, как человек, терпеть не могу снег. Вообще не перевариваю. Терпеть не могу лыжи. Никогда не любила. Не люблю холод, не люблю одевать много одежды. Вот даже сейчас, приехав в Грузию, здесь уже становится прохладно.
и мне не очень нравится. Даже хотя в Грузии вроде хороший климат считается, да, такой, ну, умеренный, не такой, не жаркий, не холодный. Здесь много дождей, и в целом тепло достаточно. Но даже вот этот климат Грузии, он немножко для меня холодноват. Короче, мне бы нравился климат, что-то среднее между Израилем и Грузией. Следующий вывод за жизнь в 6 странах, это то, что в каждой стране есть что-то хорошее. Знаете, вот когда ты живешь в какой-то одной стране всю жизнь, ну, допустим, ты родился где-то, живешь, ну, там ездишь куда-то, может, путешествовать иногда, но все равно тебе вот кажется, что твоя страна, она самая лучшая. Но это обычная вещь, мне тоже так казалось, пока я жила в одной стране, мне казалось, моя страна самая лучшая, все остальные, они, конечно, ну, так себе, ну, как путешествовать, можно съездить, ну, жить. Вообще очень сложно что-то запланировать надолго в современном мире, потому что в разных местах случаются разные, вот видите, инциденты. Я вообще считаю, что круто, что в современном мире есть множество профессий удаленных, множество разных дел, которые можно делать по интернету. Это позволяет тебе всегда быть мобильным. Большинство людей, наверное, в мире до сих пор работают и вообще занимаются чем-то очень фиксированным по месту жительства. У них работа четко привязанная к какому-то предприятию, которое находится в одном месте, у них четкий дом, они этот дом купили, платят за него деньги или ипотеку взяли и так далее. И, естественно, они как бы им сложно куда-то сдвинуться с этого места. Чтобы быть мобильным в современном мире, не обязательно быть блогером, как я. Просто, наверное, для этого нужно еще иметь определенный такой склад ума какой-то, типа не бояться перемен, не бояться что-то менять в своей жизни. Ну и хотеть, наверное, этого. То есть и следующий вывод то приходит к тому, что если ты переезжаешь, если ты выбираешь, если ты ищешь что-то в этом мире, какое-то место для себя, или просто путешествуешь, в конце концов, ради интереса, или просто мир смотришь, так вот релацируешься туда-сюда, это тебя очень сильно обогащает. После жизни в 6 странах я совершенно не тот человек, который я была до. Сколько я зарабатывала 10 лет назад и сейчас, какие у меня были возможности. Ну, то есть, если все это сравнить, это просто невероятно. Ты становишься интереснее сам по себе. Ну, и у тебя лучше получаются дела. Ну, вот если бы весь этот путь не прошла, то я бы точно не смогла набрать там 700 тысяч подписчиков на Ютубе, которые сейчас у меня есть на канале Штукенция. Я бы точно не смогла создать свое дело какое-то, которое бы работало. Куда же в итоге ехать? И стоит ли вообще искать какое-то свое место в жизни, какое-то свою страну? Или где родился, там и пригодился? Нужно следовать за вот своим внутренним миром. Твой внутренний мир, он тебе все подсказывает. Допустим, ты родился в какой-то стране. Ведь может же так сложиться, что ты родился именно там, где тебе надо жить. Ну, то есть это подходит по всем параметрам под тебя. Ты культурно, ментально, не знаю, по ощущениям, тебе ровно, вот ты себя чувствуешь абсолютно счастливым в этом месте, тебя никуда не тянет, тебе ничего не хочется, тебе нравится куда-нибудь съездить, отдохнуть, может быть, иногда, приехать. И ты всегда хочешь вернуться домой, потому что это твой дом, и он тебя абсолютно вот удовлетворяет. Я знаю таких примеров миллион просто людей, которые моих знакомых, даже родственников, которым очень нравится место, в котором они живут, они там родились, и вообще не хотят они никуда вообще переезжать, даже мыслей таких у них нет. И я считаю, что это абсолютно круто, что так у вас сложилось, потому что это тоже энергетически выгодно, это тоже позволяет развиваться в каком-то одном месте. То есть это, то, что я сейчас рассказываю, это не значит, что это единственный какой-то правильный путь. Типа везде ездить, что-то там получать такой вот особый опыт. Можно развиваться внутри какого-то одного места, достигнуть тоже каких-то больших высот, ну, просто иногда куда-то ездить, путешествовать, смотреть мир. Но вот путешествовать это важно в любом случае, смотреть мир это важно в любом случае. Тут нет выбора, искать или не искать. Просто если у тебя внутри есть вот это вот какая-то батарейка, которая тебя куда-то тащит, которая тебе говорит, ну не хочу я тут, я хочу куда-то, мне тут сейчас не хочется, мне хочется что-то в другом месте. Ты это не столько выбираешь, сколько ты знаешь внутри себя, хочешь ты этого или нет. Естественно, у всех у нас разные возможности. Естественно, как бы такие привлекательные страны, они так просто не пускают к себе кого попало, вот, чтобы ты там жил и все такое прочее.
во многие страны очень сложно попасть. Здесь тоже вопрос приоритетов. С одной стороны, можно так подумать, вот такой большой мир, можно выбрать просто какую-то страну, которая вот прям вот идеальная по каким-то для тебя параметрам. Вот ты ее выбрала, а потом окажется, чтобы жить в этой стране, ты должен будешь идти на какую-то работу, которая тебе не нравится. И работать на ней всю жизнь, чтобы оплатить свою страховку, то все, 5-10, а ты не хочешь идти на эту работу. И уже вопрос, хочешь ли ты жить в идеальной стране, но при этом потратить кучу времени своей жизни, работая на той работе, на которой ты не хочешь. Вопрос приоритетов. Кто-то будет согласен на такие условия, зато я живу в той стране, в которой я хочу. А кто-то не будет согласен. Вот я, например, не буду, потому что в моей системе приоритетов, помните, я вам говорила, безопасность, медицина, климат, да? И вот, наверное, выше всего этого пунктом 0 над, да, я поставлю самый главный свой приоритет. Это иметь свободу заниматься своим делом. То есть я не готова ни в одну страну мира ехать и при этом идти на работу, на которую я не хочу. Потому что у меня есть уже моя деятельность, мои видео, которые я делаю, блог, который я веду. У меня есть деятельность, которой я занимаюсь. И я хочу только этим заниматься. Вот это мое фундаментальное жизненное желание. Это, естественно, накладывает определенные ограничения, потому что если у тебя вот такая деятельность, не знаю, ты самозанятый какой-нибудь фрилансер, ну еще чем-то другим занимаешься, тем, что не дает тебе возможность, типа, в любую страну вот так вот тыкнуть на карте, допустим, вот хочу в Голландию, например, или Испанию, или еще что-нибудь. А тебя спрашивают, а на каких основаниях ты сюда хочешь? Ты кто такой вообще? А ты такой, а я, вот блогер, там у меня 700 тысяч подписчиков. Он такой, и что? А что ты тут будешь делать? Ты такой, не знаю, видео вот буду снимать. Ну-ка, покажи свой доход. А какой у тебя доход по карточке? Ну-ка, давай, вот, приходи к нам, столько нужно, вот такой доход нужен. И ты такой, да, такой доход, И, в общем, иногда, может, у тебя нет такого дохода, а может, ты вообще не подходишь под какие-то программы, а может, конкретно в этой стране нет вот таких виз, скажем, которые тебе нужны, или тебе дадут визу, какую-нибудь там на год, а через год тебе ее надо продлять, и опять куча этих бумажек, и ты такой сидишь и думаешь. То есть, конкретно, опять же, мы приходим к следующему выводу, вот уже пожив в разных странах и увидев разную бюрократию в этих странах, ты немножко, даже, можно сказать, очень сильно не свободен в выборе место. То есть ты либо свободен в своем деле, и тогда у тебя куча ограничений по выбору места жительства, либо ты свободен в выборе места жительства, но тогда у тебя ограничения по своему делу. То есть ты не можешь быть абсолютно свободен по всем фронтам в сегодняшнем мире за счет того, что есть визы, государства, они по-разному устанавливают правила, и нет такой возможности в любую страну тыкнуть и переместиться, и просто там жить. Даже если тебе хватает денег на жизнь в этой стране, что парадоксально. Я, конечно, понимаю этот подход, чтобы, наверное, там не было преступности, чтобы кто попал и не ехал в страну. Это я все прекрасно понимаю. И я очень поддерживаю такие правила. Просто потому, что я не зарабатываю в 4 раза больше, я не могу остаться в стране, которая мне нравится, хотя я с высшим образованием, кандидат наук, прекрасно владею английским, я не совершаю ничего плохого, наоборот, очень позитивно живу, экономично, аккуратно, разделяю мусор. Вывод такой, что в мире сейчас такие правила, что если ты хочешь иметь свободу деятельности, то есть там фриланс любой, какое-то блогерство, я не знаю, что угодно, любая самозанятость и так далее, то ты очень сильно ограничен в перемещении. Такой мир. Я не знаю, почему он такой, но это по факту так. Просто мир устроен сейчас так, чтобы вот такие свободные люди, они не могли свободно перемещаться. Увы. А вот эти вот ограничения, которые стоят по визам, для блогеров, самозанятых, виза талантов, это все вот эти ограничения, они на сегодняшний момент очень высоки. И вот, например, я имею 700 тысяч подписчиков в Ютубе, плюс у меня еще всякие там еще подписчиков куча на других каналах и в других социальных сетях. У меня там уже ТикТок почти 100 тысяч подписчиков. У меня много разных подписчиков везде. В принципе, нормально все развивается, и пассивный доход нормально со всего этого идет. То есть, мне хватает для жизни во многих странах мира этого. Но по правилам, по визам, мне не хватает этого, чтобы подать на эти визы до сих пор, представляете? То есть, вот недавно я смотрела условия, чтобы подать там
на одну из виз, вот это Digital Nomad, ну, куда я хотела посмотреть, в одну из стран. И там просто доход, ну, чуть-чуть все равно выше, чем у меня есть. Поэтому где-то в некоторых странах сильно выше. Вот, то есть я не понимаю, почему такие большие стоят условия по доходу, которые нужны, потому что я по факту живу намного меньшие деньги в этих же местах, в этих же странах. Вот, ну, в общем, правила есть правила, с ними бессмысленно спорить. Это просто факт, который тоже нужно учитывать, что если вы выбрали какую-то свободную деятельность, то как бы свыкнитесь с тем, что ваши перемещения по миру будут ограничены либо туристическими поездками, там, на 3 месяца здесь, то есть вас, по сути, как бы вынуждают стать цифровыми кочевниками, вас вынуждают не жить где-то на одном месте, потому что вам никто не дает этих виз постоянных или вид на жительство и так далее. Вам говорят нет. Приехал на 3 месяца, давай едь в другую страну. Даже если у вас будет хорошо получаться какое-то свое дело, и вы будете, в принципе, довольно успешны в каком-то своем направлении, возможно, какое-то время вы будете ограничены в перемещениях, и вам придется выбирать страны не так вот, что типа, ой, хотела бы я жить вот здесь, а выбирать, ну, грубо говоря, исходя из того, где тебе дают визу, где ты можешь жить, ну, тоже ты немножко ограничен. Вот, это такой тоже интересный факт сегодняшнего времени. Вот, друзьяшки, что я вам хотела рассказать. Если вам интересно подробнее на какие-то вопросы, чтобы я ответила, вы можете их писать в комментариях. Я сниму еще тоже такое длинное разговорное видео, подробно все расскажу свой опыт. Мне, в принципе, не жалко. Сейчас у меня уже и горло прошло, так что можем с вами еще поболтать. Ну что, еще увидимся. Жду ваши вопросики. Пока!